Друзья, приветствую вас на канале Обнимаю Таня, и сегодня мы с вами поговорим про первую чакру, которая называется Муладхара. Другие названия этой чакры – корневая от слова корень, Адхара – патала. Муладхара означает основа, поддержка, коренная опора от слова корень. Также ей соответствует стихия Земли, право быть, то есть право на жизнь, иметь, обладать и право быть здесь. Основной цвет чакры – красный. Седалищный нерв, который выходит из крестцового сплетения и проходит в ногах, как бы напоминает корни. Он является самым крупным периферическим нервом в теле, толщиной он примерно с большой палец. И в нервной системе его функции также напоминают функции корня, то есть необходимость прочно закрепиться на земле. Энергетически наши ноги соединяются с землей и соединяют нашу нервную систему с ней. Ходя по земле, во всех смыслах этой фразы, мы укореняем свое материальное существование. Первая чакра ограничена земными энергиями, то есть приземленными, поэтому ее функция – служить основой физической жизни, отвечать за выживание и безопасность тела. Она считается созданной из элемента Земля, потому что Земля олицетворяет форму и твердость, и поэтому чакра Муладхара обеспечивает основу физического мира. Физиологически она расположена в основании позвоночника, а точнее между анусом и гениталиями. Корневая чакра соответствует твердому веществу, потому она связана с твердыми частями тела – кости, ноги, структура скелета, зубы, а также нервное сплетение копчика, толстая кишка, надпочечники, седалищный нерв, внешние половые органы, волосы и ногти. Чакра Муладхара крайне важна, так как она фундамент нашего физического существования. Она соответствует всем земным вещам: состояние тела, состояние здоровья, инстинкт самосохранения, потребность в пище, крыша над головой, способность концентрировать внимание и проявлять свои биологические нужды. В том числе, когда вы, к примеру, хотите в туалет, но терпите по какой-то нелепой причине. Это является минусом для вашей Муладхары. А также эта чакра отражает материальное и финансовое состояние, в том числе количество личных вещей. Когда у человека очень мало вещей, особенно если он нуждается в чем-то простом, бытовом, человек будто бы не до конца укоренен. Если же человек занимается накопительством, это другая крайность, которая будет мешать энергии подниматься наверх к другим чакрам по восходящему потоку. Про потоки я говорила в видео «Что такое чакры?». Укоренение – это и про ограничение, равносильно тому, как наша душа в этом мире имеет четкие границы, определяемые телом. Как вы уже поняли, сознание первой чакры обращено на выживание. Необходимость выживания пробуждает наше сознание. В стрессовой ситуации мы действуем на инстинктах, связанных с голодом, страхом, усталостью, теплом и кровом. Когда что-то случается, человек впадает в панику. Тело реагирует мгновенно. В этот момент сознание пробуждается, но ему некогда анализировать ситуацию, и поэтому оно говорит человеку действовать так, как заложено в его корнях, то есть как знание об этом зафиксировало подсознание. Это автоматические реакции, о которых вы наверняка слышали. Бей или беги. Проблемы с чакрой проявляются сначала на энергетическом уровне, а затем постепенно или резко, в зависимости от уровня стрессовой ситуации, начинают проявляться на физическом теле. Если у человека есть проблемы на уровне первой чакры, то он может быть неустойчив к жизни, как энергетически, так и физически, то есть не может даже ровно стоять на ногах. Также проблемы по Муладхаре бьют по безопасности, стабильности и жизнестойкости, инстинкту самосохранения, по количеству жизненных сил и в принципе по желанию жить, по обеспечению базовых потребностей – питание, отдых, сон, дом, финансы на существование. Также, если Муладхара находится в негативе, это неспособность концентрировать свое внимание. Человек не может усидеть на месте, человек не может никому доверять, у него плохие отношения с родителями, он уделяет излишнее внимание своим детям, не давая им свободы, или наоборот, абсолютно забивает на своих детей. Также это влияет на отношение к материальным благам. Например,
Либо это чрезмерная концентрация на материи, либо это, наоборот, полное безразличие к материальным благам, погоня за деньгами, количество личных вещей, то есть накопительство, либо аскетизм и так далее. На физическом уровне, то есть прямо на уровне тела, проблемы с Муладхарой выражаются так. Это любые проблемы с физическим телом, проблемы с пищевым поведением, это относится, кстати, не только к первой чакре, тревожность, нервозность, раздражительность, то есть неспособность контролировать свои эмоции, нездоровье костей, мышц и крови, нездоровье копчика, крестца, толстого кишечника, плохой стул, нездоровье ног, коленей, вен, например, варикоз, суставов, неспособность к деторождению, бесплодие, закостенелость, то есть негибкость, неудовлетворительное состояние костей, зубов, ногтей, волос, неспособность ровно физически стоять на ногах. То есть, когда человек, например, стоит, ждет автобус, и у него постоянно подкашиваются ноги, либо он стоит как-то неровно, не зная, на что опереться, и так далее. Право быть и иметь – это уровень первой чакры, а для того, чтобы быть, нужно дать себе разрешение жить. А чтобы что-то иметь, нужно нарабатывать свой фундамент. Поговорим про тело и пищу на уровне первой чакры. Для первой чакры Муладхары полезно мясо и белки, но в слишком большом количестве они делают тело слабым и вялым. Именно поэтому очень важно сбалансированное питание. Как я говорила в видео про общее значение чакр, у каждого человека на каждой чакре есть свой персональный код, который является ключом к взаимодействию с миром. Если какая-то проблема соответствует нашим цифрам на карте здоровья в матрице судьбы, то она может пробить энергетическое поле человека, и через него спустится заболевание на физический уровень. Притом стрессовым фактором может послужить даже словесная фраза, если она сильно заденет душу человека. Итак, какие же внешние факторы повреждают Муладхару? Прикосновение к человеку без его согласия или против воли, любое физическое насилие, отсутствие собственного угла или ущемление прав на него, то есть когда человеку говорят «это не твой дом, ты здесь не живешь», вход в поле человека, например, в комнату, где он находится, без стука, уборка в комнате ребенка без его участия и спроса, установление своих порядков на территории другого человека, доделывание физических дел за другого человека, даже за ребенка, внушение страха, что нечего будет есть, пить, где жить. Также в данном случае очень важно проговорить, как повреждается чакра ребенка, потому что наша первая чакра Муладхара формируется в самом-самом раннем возрасте. Итак, как нельзя вести себя с ребенком? Нельзя говорить ребенку, что вы не хотели его рожать или хотели сделать аборт. В маленьком возрасте нельзя отдавать ребенка то в одни, то в другие руки. Он все чувствует, и, возможно, ему это не нравится, особенно если он плачет. Либо более глобально, когда вы перетягиваете ребенка между семьями, например, если родители развелись, и ребенок живет то там, и он не понимает, где его дом. Нельзя говорить ребенку: никому нельзя доверять, мир злой, да кому ты нужен в этом мире? Ты здесь не хозяин, убирайся отсюда. Также любые запугивания, чтобы обезопасить. Туда не иди, упадешь, разобьешься. Через дорогу побежишь, машина собьет. Куртку порвешь, убью. Без высшего образования работу не найдешь и сдохнешь с голоду. Также Муладхару портит излишнее внимание к здоровью. Например, ребенок чихнул, скорее, нам надо в больницу. Или укутывать его посильнее зимой, чтобы не замерз, а ему-то на самом деле жарко, и эффект получается обратный. Или избегание разговоров на тему смерти, потому что смерть – это естественный процесс, и разговаривать об этом нужно. Представьте, какой стресс может быть у ребенка, если вдруг умрет кто-то из старших родственников, например, бабушка или дедушка. Поэтому очень важно разговаривать с детьми на тему смерти, а еще лучше рассказывать детям, куда уходит душа после физической смерти. В этом вам помогут книги Майкла Ньютона. Как же исцелить чакру Муладхару?
Сразу скажу очень важную вещь. Если проблема вышла уже на уровень физического тела, вам нужно обратиться к врачам и заниматься после этого проработкой негативных установок, касающихся права на жизнь и на все, что описано на этом слайде. А чтобы энергетически укрепить Муладхару, необходимо заботиться о своей материи, то есть о здоровье и теле, о своем жилище, поддерживать связь со своей семьей и родом. Что бы ни происходило с вашим телом или какими-то его отдельными частями, вы имеете право на жизнь. Чаще бывайте на природе, гуляйте босиком по земле и по траве. Позаботьтесь о безопасном жилище для себя и для своих детей, чтобы не было ущемления права быть здесь. Необходимо хвалить себя и своих детей. Необходимо внушать и себе, и ребенку, что вам все по силам и что любая проблема – это не катастрофа. Необходимо говорить поддерживающие фразы: «Ничего не бойся, все будет хорошо, ты справишься, выход есть всегда». Также необходимо развивать свою усидчивость и способность концентрировать внимание. Рутинная работа очень в этом помогает. Ну и так как я занимаюсь исследованием матрицы судьбы, а именно карты здоровья в большей степени, я расскажу вам, какие вопросы по карте здоровья можно задать к Муладхаре. То есть, как я уже говорила в видео про карту здоровья, чтобы понять, на что реагирует каждая из ваших чакр, необходимо изучить свои энергии. И при необходимости я могу вам с этим помочь. Если вы хотите получить консультацию, напишите мне в Telegram. Ссылка будет в закрепленном комментарии. При самостоятельном изучении карты здоровья, какие вопросы вы можете задать? Что мешает вам хотеть находиться здесь, то есть в моменте и вообще жить? От кого вам необходимо разрешение, чтобы заботиться о себе? Кто ответственен за ваше выживание? Что мешает вам стать устойчивым к жизни? Что вам нужно, чтобы прочно стоять на ногах? Соединены ли вы со своим телом? И какие есть в нем проблемы? Какие причины этих проблем? Обеспечиваете ли вы нужды своей жизни и тела? Что вам необходимо иметь для выживания? Чему лично для вас еще нужно уделить внимание? Какие события могли происходить с самого вашего детства? Какие у вас отношения с семьей, то есть с вашими родителями? Где вы базово можете работать, в какой сфере, где или в какой обстановке, то есть в каких условиях вам было бы комфортно жить? Какой климат, в частности температура, комфортен для вашей жизни? Что у вас с созданием собственной семьи, с детьми и отношением к ним? Что может быть с физическим здоровьем, то есть какие есть предрасположенности? Также, как вы будете стоять на ногах во всех смыслах этого слова? То или что способно вам помочь? Где и в чем ваше укрытие, когда вы чувствуете себя не в безопасности? Насколько и кому вы способны доверять или не доверять? Какие ситуации могут притягиваться на самом фундаментальном уровне жизни? Вы можете задать эти вопросы к коду, который стоит у вас на чакре Муладхари. И в поисках ответов на эти вопросы вы смотрите на циферки, которые стоят у вас на Муладхари, и расшифровываете их при помощи нумерологии или таро. Напишите в комментариях, насколько вам было полезно и интересно это видео.